Коллеги, здравствуйте! Добро пожаловать на канал компании ProChipu, официального партнера SolidWorks в России. Сегодня рассмотрим новые возможности, которые появились в модуле SolidWorks Simulation 2022. Для демонстрации новых возможностей выбран входной люк глубоководного аппарата. Герметичность конструкции обеспечивается, если усилие прижима дверцы люка к корпусу составляет не менее 500 ньютонов. Требуется определить, сможет ли человек средней комплекции, прикладывающий момент в 5,5 ньютона-метров на маховике с затвором, развить требуемые усилия прижима. С целью упрощения расчет будет проводиться на 1/3 модели. Одним из важных нововведений SolidWorks Simulation 2022 является появление нового типа соединителя тяги. Менеджер свойств этого соединителя позволяет настраивать параметры соединений на обоих концах тяги. В числе доступных типов соединений жесткий и сферический шарнир, а также шарнир, обеспечивающий вращение вокруг оси самой тяги. Форма поперечного сечения тяги может быть круглой или прямоугольной, полой или монолитной. В нашем примере тяга соединяется с цилиндрическими поверхностями штифта и болта. Диаметр тяги 10 мм. Решатель SolidWorks Simulation по умолчанию теперь использует сетку на основе смешанной кривизны. В процессе построения такой сетки теперь можно использовать элементы управления сеткой с размером элемента, превышающим размер глобальной сетки. Это обеспечивает более лучшие условия для соблюдения баланса между точностью и временем выполнения анализа. Вернемся к нашей модели. Результаты расчета показывают, что в области контакта усилие прижима менее 500 ньютон и требуется изменение конструкции. Требуемое изменение может быть достигнуто за счет удлинения рычага. Именно здесь проявляется преимущество нового типа соединителя тяги. В процессе расчета теперь не надо изменять конструкцию модели рычага, достаточно изменить местоположение места его присоединения, и SolidWorks самостоятельно учтет это изменение в соединителе тяги. Изменение конструкции кронштейна удлиняет тягу всего на 7 мм. Но даже такого малого изменения достаточно, чтобы развиваемое усилие в месте контакта составило 221 ньютон, что в пересчете на 3 рычага даст более 660 ньютон. Задача решена. Это были основные обновления в новой версии SolidWorks Simulation. С изменениями в остальных продуктах SolidWorks вы сможете ознакомиться на нашем канале.